Привет, меня зовут Светлана. На календаре 16 июня 2023 года. Сразу после представления результата прогресса моей многоцветной вышивки ее первый урок мы соберемся в нашем клубе. В прошлом выпуске мы прикоснулись к истории благодаря уникальным фотоснимкам. Это были и первые фотографии в истории, и потрясающий хорошего качества архив принца Альберта. Правда, я представила лишь малую часть его коллекции, так сказать, для знакомства. Но для тех, кого заинтересовало его увлечение, я оставила под тем видео ссылку на архив. Возможно, я когда-нибудь отважусь снять видео, посвященное этой теме, но, скорее всего, это будет на другом канале Свет History. Здесь же мы, друзья, в основном слушатели, так как вышиваем. Но иногда можно сделать перерыв в вышивальном процессе и полистать вместе фотографии, которые, на мой взгляд, друзья, заслуживают вашего внимания. Вот и сегодня мы продолжим интереснейшее путешествие, начатое в прошлом выпуске. Напомню, что фотография является знаковым изобретением человечества, позволяющее фиксировать знаменательные исторические события и личности. Нас ждет еще одна серия первых фотографий в истории. Это и первая в мире цифровая фотография, и первая фотография сделана с воздуха, первая космическая фотография, новостная фотография, первая в мире фотография молний, торнадо, а также первая фотография авиакатастрофы и так далее. А еще, друзья, нас ждут редкие исторические фотографии, которые заставят взглянуть на мир иначе. Мы можем читать тома за томами книг по истории, вызывая гордость у наших учителей. Но нет ничего более красноречивого, чем настоящие фотографии, документирующие чудеса прошлого. Эта коллекция, которая будет представлена перед вами в фотографии, разнообразна. От изображения 9 королей Европы, сфотографированных вместе в первый единственный раз, до снимков рабочих, красящих Эйфелеву башню. Это уникальные моменты. Они раскрывают то, что действительно заставляет людей гордиться, растрогать их до слез или разбить их сердце. Иногда фотографии просто показывают, чем они были заняты в течение дня. И все это, друзья, во второй части видео. А сейчас нас ждет вышивка. Итак, друзья, перед нами 71% готовой работы. В крестиках это составляет 150 247. Напомню, как работа выглядела на начало отчетного периода. За прошедшие 2 недели мне удалось вышить 5%. Это 10 597 крестиков. Что? Опять? Да, согласна, результат снова не тот, к которому я стремилась, и тем не менее прогресс есть. Все правильно, все верно. До конца работы мне осталось всего 61 353 крестика и финиш, друзья. Как мы уже можем видеть, цветок пуще прежнего заколосился буйной зеленью, дав хороший прирост. Я, как и вы, тоже подозреваю в нем герань. Тут же вспомнилось почему-то. Слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань. Видимо, Сириус навеял. Вспомнил о своих сородичах и мне передал. Тетя, кошка, выгляни в окошко. Изумрудная герань вышивалась на ура, быстро цветовыми пятнами. Стена вообще мечта многоцветницы. Мне точно нравятся такие участки. Это настоящая дыхалочка, громадные участки в 500-700 крестиков, вышиваемые одним символом. В такие моменты происходит полное погружение в картину.
как в другую реальность. И когда заканчивается ниточка, ты словно просыпаешься, вдеваешь новую и снова уходишь от сьогодення. Чего не скажешь об откосах оконных. Здесь не просто многоцветие, а во всей красе. Дело в том, что, вышивая данный участок, не покидало ощущение, что то ли кто-то метал бисер, а дизайнер за ним неуклонно следовал, расставляя символы, то ли кто-то рассыпал горох с чечевицей, тщательно перемешав перед этим. Символы одинаковые, даже если их достаточное количество, разбросаны по всему выделенному полю таким образом, что представляли собой единички, ввиду чего нить постоянно приходилось крепить, чтобы избежать, ну уж очень длинных протяжек. Но результат стоит приложенного усердия. Все выглядит живо, естественно, по-настоящему. А еще, друзья, мы видим отчетливо чьи-то останки в виде остатков бумаги на стене. Не иначе, как старшая сестра нашей Лукреции, по примеру Розы из любимой мелодии, тоже крепила на стену портрет своего возлюбленного, странствующего философа, на какое-то время обосновавшегося в соседнем городке. История умалчивает о деталях, но, глядя в этот угол, где остались следы, олицетворяющие бурные эмоции и события, мы можем сделать заключение, что философ, видимо, выполнив возложенную самим на себя важную миссию, так сказать, переобосновался в другом уютном местечке, в поисках сакрального смысла чего-то труднообъяснимого, но очень важного для всего человечества. Бывает. Одним словом, ушел в историю. Что ж, друзья, подошли и мы с вами к исторической части видео. Достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Кто интересуется только вышивкой, может, конечно, нас покинуть. Впрочем, вы можете уйти. Но предупреждаю, у нас длинные руки. Спасибо за просмотр, всего доброго и не забудьте поддержать меня лайком. А мы, друзья, настраиваемся на нужный лад и наслаждаемся путешествием во времени. Фотография всегда была и остается средством безграничных возможностей с самого первого дня ее изобретения в 1800-х годах. Камера позволила людям запечатлеть исторические моменты и изменить взгляд человечества на мир вокруг. Сегодня мы отдадим дань уважения увлекательной истории фотографии и науки о ней с помощью подборки снимков. Первая фотография запуска ракеты на мысе Канаверал. Середина прошлого столетия – начало космической гонки, поэтому премьерный фотокадр старта ракеты также принадлежит сокровищнице мирового фотоискусства. Шаттл называется «Бампер-2». Запущен он в июле 1950 года с космодрома на мысе Канаверал. На фото также видны другие фотографы, готовые сделать свои снимки. Первая цифровая фотография. Разрешение снимка 176 на 176 пикселей. Квадратное фото изначально было выполнено на пленку, а потом инженер фирмы Kodak Рассел Кирш в результате сканирования получил премьерный цифровой фотокадр. На снимке Уолден Кирш, сын инженера. Первая фотография с воздуха. Первая аэрофотография была сделана вовсе не с самолета, а с воздушного шара в 1860 году. На этом снимке изображен Бостон с высоты 609 метров. Фотограф Джеймс Блэк назвал фото «Бостон», каким его видят орлы,
и дикие гуси. Первая в мире фотография Солнца. Французские ученые физики Леон Фуко и Луи Физон изучали центр Солнечной системы большую часть своей научной карьеры. А когда появилась фотография, сделали первый снимок звезды, применив метод Даггера. Историческое достижение произошло 2 апреля 1845 года. Если присмотреться, можно увидеть несколько пятен на Солнце. Первая космическая фотография. Многие ученые утверждают, что немецкая ракета Фау-2 является ключевым изобретением в деле освоения космоса, включая орбитальный полет и высадку на Луну. Первая космическая фотография также сделана с помощью этой немецкой суперракеты 24 октября 1946 года. Ее запустили американцы на полигоне в Нью-Мексико, установив на ракету 35-миллиметровую камеру, которая делала снимки каждые 1,5 секунды. Данный фотокадр Земли выполнен на высоте 104 километра. Первая новостная фотография. История не помнит имени журналиста и героя снимка, однако достоверно известно, что это 1847 год и арест человека, подозреваемого в преступлении, событие, которое попало на полосы газет с фотоиллюстрацией к статье. Первая в мире фотография молнии. Молния пугала древних людей и вызывала огромный интерес у научных специалистов недавнего прошлого. Но только в 1882 году, когда фотограф Уильям Дженнингс сделал примерную фотографию молнии, простые обыватели воочию убедились, насколько это сложное и физически привлекательное явление. Обратите внимание на ее разветвление. Первая фотография авиакатастрофы. 17 сентября 1908 года знаменитый Орвилл Райт, родной брат Уилбура Райта, совершил свой очередной опасный полет, который на этот раз закончился катастрофой. Спустя несколько минут после старта, когда высота была около 30 метров, пропеллер летательного аппарата раскололся, оставив пилота без управления. Вместе с авиатором в машине находился пассажир Томас Селфридж, который погиб во время авиакатастрофы. Орвилл выжил, отделавшись 4 сломанными ребрами и поврежденной ногой, которую врачам лишь чудом удалось сохранить. Реабилитация заняла много недель, после которых пионер авиации снова взмыл в небо. Первая фотография Луны. Снимок дагеротип был сделан Джоном Дрейпером 26 марта 1840 года с крыши его обсерватории в Нью-Йоркском университете. С тех пор фото сильно повредилось. Первая цветная фотография пейзажа. Пионер цветного фотоискусства Луи Дюарон заснял природу в цвете в 1877 году. Пейзаж на фото – юг Франции, поэтому неудивительно, что название исторического фотокадра – «Пейзаж Южной Франции». Первая фотография Земли с Луны. Разумеется, для этой фотоистории сначала понадобилось придумать космический корабль и долететь до Луны. Остальное – дело техники, которая показала себя 23 августа 1966 года. Именно в этот день лунный зонд облетал вокруг спутника и сделал уникальный снимок Земли с Луны. Первая фотография торнадо. Расстояние до смерча 22 километра.
Именно на столько километров от лютой стихии находился фотограф-любитель Адамс, простой фермер, вооруженный корпусной камерой. Любителю удалось запечатлеть торнадо в 1884 году и попасть в историю. Первая фотография с Марса. Космический аппарат «Викинг-1» был запущен к Красной планете 20 августа 1975 года и после 10 месяцев полета начал передавать на Землю первые снимки диска Марса. Посадка планировалась на 4 июля в честь Американского дня независимости, однако поверхность выглядела небезопасной для приземления, поэтому в НАСА решили перенести дату на 20 число. Именно в этот день 1976 года состоялось эпохальное событие – посадка космического аппарата на Красную планету, а на Землю отправились первые фотографии с Марса. Первая 3D-фотография американского президента. Барак Обама – любимец Америки. Компьютерные эксперты из Смитсоновского института и Института креативных технологий объединились, чтобы сделать первый в мире 3D-портрет президента. Для съемки Барака Обамы использовались 8 спортивных камер и 6 широкоугольных. Затем снимок напечатали на 3D-принтере и выставили в Смитсоновском институте. Таким образом, увековечили политика в качестве первого президента, героя 3D-фотографии. Первое фото президента. Джон Куинси Адамс, 6-й президент США, стал первым президентом, запечатленным на фотографии. Этот дагерротип был сделан в 1843 году, после того, как Адамс покинул президентский пост в 1829. Первым действующим президентом США, запечатленным на фото, был 11-й президент Джеймс Полк в 1849 году. Редкие исторические фотографии, которые заставят взглянуть на мир иначе. Мы можем читать тома за томами книг по истории, вызывая гордость у наших учителей. Но нет ничего более красноречивого, чем настоящие фотографии, документирующие чудеса и ужасы прошлого. С камерой обскурой Джозефа Ньепса, использованной в 1827 году, люди поняли, что запечатлеть мимолетные моменты и сохранить их возможно. Эта коллекция фотографий разнообразна. От изображения 9 королей Европы, сфотографированных вместе в первый и единственный раз, до снимков рабочих, красящих Эйфелеву башню. Это уникальные моменты. В неисценированной манере они раскрывают то, что действительно заставляет людей гордиться, растрогать их до слез или разбить их сердце. Иногда фотографии просто показывают, чем они были заняты в течение дня. Итак, друзья, пристегните ремни, расслабьтесь и наслаждайтесь путешествием во времени. Пароходы на реке Миссисипи, 1907 год. Миссисипи – главная река США, которая протекает исключительно на территории штатов, хотя речной бассейн распространен до Канады. Японские самураи, 1860 год. Культура самурайства зародилась в Древней Японии VI-VII веков, пережила несколько метаморфоз, но сохранила глубинную суть и внешний вид до появления ранних опытов фотоискусства. Май 1910 года. 9 королей Европы сфотографированы вместе в первый и единственный раз. Это произошло во время похорон короля Эдуарда VII.
стоят король Норвегии Хокон VII, король Болгарии Фердинанд I, король Португалии Мануил II, император Германии Вильгельм II, король Пруссии, король Греции Георг I, король Бельгии Альберт I. Сидят король Испании Альфонсо XIII, король Великобритании Георг V, король Дании Фредерик VIII. Наемный читатель читает производителям сигар, усердно работающим на кубинской сигарной фабрике около 1900 года. Поскольку многие сотрудники сигарной фабрики были неграмотными, лекторов нанимали для чтения романов, стихов, научно-популярных произведений и газет, определяемых консенсусом. Пьяная корзина. В 1960-х бары в Стамбуле нанимали кого-то, чтобы развозить пьяных людей по домам. 3 сентября 1967 года. День, когда Швеция перешла с левостороннего движения на правостороннее. Да, думаю, я бы в этот день просто осталась бы дома. Внутри самолета в 1930 году. Медсестра с больным ребенком во время эпидемии оспы. Вроцлав, Польша, 1963 год. «26 мая 1977 года человеческая муха Джордж Уэйлик по внешней стороне стены забрался на южную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и был задержан полицией, когда оказался на крыше 110-этажного здания. На восхождение Уэйлик потратил 3,5 часа, после чего заплатил штраф за нарушение общественного порядка в размере $1 10 центов, по 1 центу за каждый преодоленный этаж. Портрет исследователя Арктики Петера Фройхена и его жены Дагмар Кун, 1947 год. Петер обращает внимание на опасность полярных путешествий и вспоминает, как однажды во время метели он ночевал в снежной яме, верх которой за ночь полностью замело и заблокировало снегопадом. Таким образом, Фройхен очутился в смертельно холодной ловушке. Для спасения Петер слепил долотообразный инструмент из собственных экскрементов и проделал им себе выход наружу. На этой фотографии у него нет ноги. Он потерял ее в 1926 году из-за обморожения. Подростковые свидания в закусочной. 1950-е. Штаты. Гангстеры прячут лица на суде над Аль Капоне. 1931 год. По-моему, один из них смотрит прямо в камеру. Пабло Эскобар с сыном у стен Белого дома. 1980 год. Амбициозный контрабандист Пабло Эскобар основал медельинский картель в конце 1970-х. Довольно быстро возвысился до уровня наркобарона и привлек внимание правоохранительных органов дома и за рубежом. Скоро за Эскобаром начнут охотиться полиция и спецназ. Но в 1980-м у будущего наркобарона номер 1 еще имелась возможность посетить Штаты и прогуляться по Вашингтону. Эрнесто Че Гевара наслаждается вкусным напитком. Не пламенные революционеры железные команданты,
а простой латиноамериканский парень спасается от палящего зноя любимым напитком. ENIAC. Первый компьютер на планете. 1945 год. ENIAC – электронный числовой интегратор-вычислитель, считающийся дебютной попыткой человечества создать электронно-вычислительную программу для решения широкого спектра задач. Команда разработчиков Microsoft, 1978 год. Человек, чье имя среднестатистический обыватель ассоциирует с Microsoft, компьютерной революцией и верхними ступеньками списка богачей Forbes, в левом нижнем углу. Биллу Гейтсу здесь 23 года. Маргарет Гамильтон и рукописное навигационное программное обеспечение, которое она и ее команда создали для проекта «Аполлон», 1969. Полицейские Сан-Франциско ругают мужчину за то, что он не носил маску во время пандемии гриппа 1918 года. Луи Армстронг играет для своей жены. Египет, 1961 год. Мужчина, арестованный за переодевание, выходит из полицейского фургона. Нью-Йорк, 1939 год. Фредди Меркьюри с матерью, 1947 год. Первая мировая война. Канадский солдат пытается утешить маленького бельгийского младенца, который пострадал, и чья мать погибла от артиллерийского снаряда. Ноябрь, 1918 год. Рут Ли, хозяйка китайского ресторана. Рядом поставила китайский флаг, чтобы ее не приняли за японку, когда она загорает в выходные дни в Майами. 15 декабря 1941 год. Альберт Эйнштейн, его секретарь Хелен слева и дочь Маргарет справа становятся гражданами США, чтобы избежать возвращения в нацистскую Германию. 1940 год. Молодая королева Елизавета в роли механика во время Второй мировой войны, около 1939 года. Отец Анны Франк, Отто, повторно посещает чердак, где они прятались от нацистов. Он был единственным выжившим членом семьи. 1960. Огонь и ярость. Самолеты пролетают мимо Везувия в Италии, когда с вершины вулкана извергается лава и пепел. В результате извержения погибло 57 человек, поскольку оно разрушило деревни Сан-Себастьяно и Сан-Георг в марте 1944 года, когда союзные войска сражались за господство в небе. Уинстон Черчилль на пляже. В сознании простого обывателя знаменитый британский премьер-министр Уинстон Черчилль сохранился тучным и суровым. Но в жизни прославленного и вечно занятого политика случались и свободные деньки, когда национальный лидер выходил в люди. Строительство Берлинской стены, 1961. Взаимопонимание между союзниками-победителями продержалось недолго, после чего отношения накалились, обострились и логично завершились холодной войной, одним из краеугольных камней которой стало возведение Берлинской стены, разделившей германскую столицу на советский и западный лагерь.
Невероятная фотография немецкого солдата, идущего вопреки прямому приказу, чтобы помочь маленькому мальчику пересечь только что построенную Берлинскую стену, после того, как его разлучили с семьей. 1961 год. Падение Берлинской стены. 1989. Почти 30 лет простоял мрачный символ холодной войны, разделяющий Берлин и весь цивилизованный мир на коммунистов и капиталистов, пока в Союзе не наступила перестройка и начался развал социалистического лагеря. Немецкие социалисты потеряли власть в ГДР, и 9 ноября 1989 года стена пала под радостные возгласы с обеих сторон. Столовая для безработных и неимущих времен Великой депрессии. Грандиозный экономический кризис 1929-1939, тяжелейший и болезненный период охватывал 1929-1933 года и получил название Великой депрессии. Оставил миллионы людей без средств к существованию, и выжить порой помогали лишь общественные столовые для всех нуждающихся. На строительной площадке Эйфелевой башни, 1888. Упомянутый выше инженер-проектировщик стальных конструкций Эйфель создал множество знаковых сооружений, хотя в историю выдающийся парижанин вошел автором Эйфелевой башни. Изначально металлическую башню построили в качестве входной арки на Всемирную Парижскую выставку. Однако детище инженера-конструктора настолько сильно полюбилось парижанам, что в итоге временный монумент был усовершенствован и стал постоянным и наиболее узнаваемым символом французской столицы. Строительство статуи Христа Искупителя. 1920-е. Монумент Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро является узнаваемым символом Бразилии. Находится в списке суперпопулярных памятников планеты и ежегодно привлекает около 2 миллионов туристов. В 1920-е Рио был столицей Бразилии, и городские власти решили увековечить столетний юбилей независимости архитектурным шедевром. Строительные работы продолжались почти 10 лет и завершились в 1931. Высота монумента 38 метров, вес 635 тонн, а размах рук 28 метров. Строительство Диснейленда. И снова возвращаемся к современному чуду света, чьи филиалы по всему миру служат символами праздника и чистой детской радости. Столовая Диснейленда, 1961. Сказочным героям также нужно питаться, и на территории открывшегося 17 июля 1955 года парка аттракционов Диснейленда для посетителей и сотрудников работали замечательные кафетерии, где встречались подобные очереди. Постройка статуи Свободы. Довольно известный факт, что статую Свободы построили во Франции в качестве подарка США к столетней годовщине Декларации независимости 1876. Другой известный факт: натурщицей для монумента выступила вдова промышленника Зингера Изабелла Бейера, а список главных инженеров, приложивших руку к строительству, возглавляет Гюстав Эйфель, позже соорудивший другое величественное архитектурное творение уже на родной земле. Остается добавить, что Либерти-монумент по своей сути является маяком,
хотя данная функция для прославленной статуи вторична. Кстати, полное название нью-йоркской достопримечательности – «Свобода, озаряющая мир». Фотокадр возведения Манхэттенского моста. Стараниями Вуди Аллена и других американских режиссеров киноманы могут не знать название, но не спутают внешний вид Манхэттенского моста с любым другим. На карте мира висячий мост через Ист-Ривер, соединяющий Бруклин и Манхэттен, появился в 1909 и с тех пор пользуется громадной популярностью у горожан и гостей города. «Титаник» покидает порт Саутгемптона. Злополучный пассажирский лайнер обещал клиентам восхитительное трансатлантическое путешествие, а в реальности получился кромешный ад и страшная гибель для 1500 человеческих душ. Пережившие кораблекрушение пассажиры «Титаника» взбираются на палубу Карпатии, 1912 год. Единственным судном, которое могло прийти на помощь «Титанику», еще державшемуся на плаву, был пароход «Калифорния», находившийся в 30 километрах от точки крушения. К несчастью, тамошний радист Эванс выключил рацию и лег спать в 23:30 после 15-часовой смены, а сменщика у радиста не было. Столкновение произошло через час. На сигнал СОС отреагировала Карпатия, шедшая на спасение на максимальных скоростях, но в условиях обледенения и плохой ночной видимости добралась до места только в 3:30. Собрание выдающихся умов. На историческом фото столпы американского общества конца 19-го, начала 20-го столетия. Генри Форд, промышленник и предприниматель, Томас Эдисон, инженер, изобретатель и владелец многочисленных патентов, Уоррен Гардинг, 29-й президент США, и Харви Файерстоун, основатель компании по производству огнеупорных шин и ближайший товарищ Форда. Бригада лесорубов рядом с гигантской секвойей. В Калифорнии столетней давности произрастали и более крупные деревья, хотя сфотографированная рядом с людишками секвойя воистину исполин. Мировая серия 1912-го. Бейсбол не наш вид спорта, а вот за океаном по бей-беги сходят с ума больше сотни лет. Ведь еще в начале 20-го столетия финальные игры лиги собирали на трибунах до 200 000 болельщиков. А серия 1912-го между Бостон Ред Сокс и Нью-Йорк Джайантс признается самым захватывающим финалом эпохи. Раскопки Мачу-Пикчу, 1912. В 2007 ЮНЕСКО признала город древних инков Мачу-Пикчу новым чудом света. Хотя уже в 1912 при проведении раскопок археологи понимали, что наткнулись на настоящий клондайк исчезнувшей цивилизации. Последняя квага на планете. 1870. Ареал степной зебры квага ограничивался территорией современной ЮАР. Неконтролируемая охота превратила данный подвид зебры в вымирающий еще в начале 19-го, а конкуренция за пищу довершила дело. Международное сообщество признало квагу вымершим видом в 1900-м, хотя последняя квага умерла в Амстердамском зоопарке еще в 1883. Последний тасманийский волк.
1933. На фотографии животное, которое содержалось в частном зоопарке города Хобарт, Австралия, штат Тасмания. Зверь скончался от старости в 1936 и считается последним представителем сумчатых волков. Хотя до сих пор существует теория, что волки могли выжить в глухих лесах Тасмании. Один журнал даже предложил крупную награду около 950 тысяч долларов за достоверную информацию о живом тасманийском волке. Хелен Келлер и Чарли Чаплин, 1919. Небольшой ликбез. Хелен Келлер – большой человек общественно-политической жизни США первой половины 20-го столетия. Лишившись зрения и слуха в 2-летнем возрасте, девочка не стала обузой для родителей, а прошла специальное обучение, закончила школу-университет и получила степень бакалавра, превратившись в лектора и политическую активистку. Жизнь Келлер была долгой и насыщенной, скончалась 1 июня 1968. Хотя уже в 1919 в Голливуде вышел немой фильм «Избавление», посвященный трудной судьбе Хелен. Чарли Чаплин не снимался в драме, но присутствовал на съемках практически каждый день, испытывая громадную симпатию к живому прототипу главной героини. Мартин Лютер Кинг убирает обгоревший крест с лужайки перед своим домом. 1960. Общественно-политическая деятельность знаменитого борца за гражданские права чернокожих сопровождалась постоянными бесчинствами и угрозами смерти со стороны противников. По примеру Махатмы Ганди, активист проповедовал не насилие, что еще сильнее злило и пугало оппонентов. Однажды словесные угрозы и подобные устрашающие акции, когда Кинг вместе с малолетним сыном вынужден очищать лужайку от вандализма, перерастут в реальное смертоубийство, и правозащитник погибнет от пули киллера. В 1969 году, когда чернокожим американцам все еще не разрешалось плавать рядом с белыми, мистер Роджерс решил пригласить офицера Клеманса присоединиться к нему и охладить ноги в бассейне, преодолев известный цветовой барьер. Мужчина едет в автобусе в Дурбане, предназначенном только для белых пассажиров, в знак сопротивления политике апартеида в Южной Африке. 1986 год. Руби Бриджес, первая афроамериканка, посетившая начальную школу для белых на юге, 1960 год. Дэвид Исом, 19 лет, нарушил цветовую линию в отдельном бассейне во Флориде 8 июня 1958 года, в результате чего официальные лица закрыли объект. Член Ку-Клукс-клана стоит позади полицейского для защиты после того, как толпа окружила митинг его клана в Остине, штат Техас, 1983 год. Принцесса Диана пожимает руку больному СПИДом без перчаток. 1991 год. И еще немного редких исторических фотографий, на которых будто бы изображен другой мир. Полицейский на Харлее и старая мобильная камера предварительного заключения. 1921 год. Две победительницы конкурса красоты. 1922 год.
Пара получает удовольствие от катания на канатной дороге воскресным днем. 1923 год. Реализованный проект передвижной библиотеки для больных. 1928 год. Смотритель зоопарка помогает пингвину принять душ из лейки. 1930 год. Одноколесный мотоцикл, способный развить максимальную скорость в 150 км в час. 1931 год. Так, создатели знаменитых лондонских двухэтажных автобусов доказывали, что опасности опрокидывания транспортного средства нет. 1933 год. Модель «Лифт-гараж» в Чикаго. 1936 год. Медвежонок кушает мед из чаши в кафе. 1950 год. Вот они, уроки плавания из прошлого. 1930 год. Неожиданная встреча из прошлого. Тогда тоже умели делать невероятные фотографии животных. Полицейский пропускает утиное семейство. Кока-кола пришла во Францию. Ты правда будешь это пить? 1950 год. Печать на гробнице Тутанхамона, 1922 год. Оставалась нетронутой до этого момента на протяжении 3245 лет. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.